Здравствуйте, друзья! Высоко-высоко в горах, где солнце ласкает вершины, где орли целуют облака, рождаются самые крепкие вина, самые красивые женщины и самые смелые мужчины. Туда сегодня отправимся и мы, друзья мои. Так выпьем же за то, чтоб наш путь был легким, как горный ветер, а сердце горячим, как грузинское вино. Давным-давно, в 12 столетии, когда земля была моложе, а небо ближе к вершинам гор, раскинулось царство, будто высеченное из самой вечности, самим Творцом. Это была Грузия, страна, где орлы целуют облака, а реки, словно серебряные нити, вышивают узоры на ковре изумрудных долин, где воздух пьянит ароматом винограда, а в каждом камне древних крепостей спит память о великих битвах и великой любви. И правил этой прекрасной, но суровой твердыней царь Георгий III, потомок могучей династии Багратионов. Рядом с ним была его царица Бурдухан, женщина мудрая и прекрасная. Но в их царских покоях за стенами, увитыми розами, витала тень печали. У царской четы не было сына, лишь дочь. А те времена, когда трон стоял на острие меча, а каждое соседнее царство смотрело на тебя волчьим взглядом, отсутствие наследника мальчика было не просто личной трагедией. Это была государственная трещина, готовая расколоть страну на уделы жадных феодалов. Это был шепот за спиной. Царство останется без головы. Это была прямая дорога к междоусобице, где дядья и племянники с наслаждением перережут друг другу глотки за право примерить корону. История знала простой и циничный выход – отринуть жену, как пустую скорлупу, и найти другую, поплодовитей. Так поступали многие и до, и после Георгия. Но Георгий III был не из их числа. Под недовольный ропот бояр он объявил свою дочь наследницей. Бесполезную женщину, недосужую тварь, вторил им хор средневековых умников. Но Георгий, словно ведомый пророческим видением, вручил ей не куклу, а скипетр. И, как покажет история, этот шаг был не отчаянной мерой, а гениальной прозорливостью. А может и вовсе промыслом Божьим. Может, сам Господь, видя грядущие бури, не дал царю сына именно для того, чтобы в историю вписалась она. Тамара. Золотое солнце Грузии, взошедшее на небосклоне вопреки всем законам мужского мира. Но прежде, чем она станет легендой, давайте присмотримся к той, что была пока просто девочкой. Она росла в сердце Кавказа. Ее колыбельными были переклички стражей с крепостных стен, ее уроками – мудрые речи философов и звон клинков в царской дружине. Ее мир был соткан из древних хроник, что ей читали, и из сладкого грузинского ветра, что играл ее длинными, темными, как смоль, волосами. И в этом же мире, при грузинском дворе, жил мальчик по имени Давид. И это был не просто сверстник для игр. Нет, это был отпрыск знатного рода могущественных Багратионов, чья кровь текла и в жилах самой Тамары. Он был то ли последним отпрыском старой опальной ветви, принятым при дворе, то ли как заложник, то ли как воспитанник. История об этом умалчивает, предпочитая ореол тайны.
Неудивительно, что их детские вселенные однажды пересеклись. В тени раскидистых чинар, под присмотром строгих служанок, они играли, словно обычные дети. Вместе слушали сказки о яростных джигитах и прекрасных царевнах, чья красота могла остановить войско. А иногда они садились рядом и шептались, будто знали тайну, недоступную взрослым. И вот однажды Давид, сжав рукоять своей сабли, торжественно произнес: «Я клянусь быть твоим мечом, твоей защитой, твоей тенью и твоим щитом». Это была лишь детская клятва, данная в тени старого ореха, под взглядом всевидящего солнца. Никто тогда, ни служанки, ни мудрые стратеги, ни даже сам царь-отец не могли и подумать, что эта наивная клятва однажды перерастет в нечто большее. Она перерастет в судьбу, в прекрасную взрослую легенду о великой царице и ее верном полководце, что вместе изменят ход истории и навсегда останутся в памяти народа, как два солнца на одном небосклоне. А потом Давид покинул Грузию. Почему? История темна и полна дворцовых интриг. Если говорить доступно, то юного князя, обладающими правами на престол при дворе царя, где только что объявили наследницей девочку, считали не столько воспитанником, сколько живым напоминанием о других ветвях династий, поэтому отправили Давида на воспитание в Византию. Формально для получения лучшего образования. По факту в почетную ссылку, дабы не мозолил глаза и не становился разменной монетой в большой игре против короны. А Тамара тем временем росла. Годы текли, как горные реки после ливня, и она из прекрасной девочки превратилась в девушку ослепительной, почти божественной красоты. Ее ум оттачивался как клинок, а воля закалялась в постоянном ожидании удара в спину. И удар случился. В 1184 году умер ее отец, царь Георгий III. Так, в 24 года Тамара осталась один на один с короной, троном и целой оравой бояр, с седыми бородами и хищными глазами, которые смотрели на нее как на добычу. Женщина на троне? Да это же против законов божеских и человеческих, шептались они в своих каменных замках, попивая вино. В их мире, где власть пахла железом и потом, царица без бороды казалась нелепостью. Женщины, по их мнению, были хороши на кухне, в будуаре и в молитвах. Но править страной – это же смех. А что еще хуже, так это то, что у этой женщины нет мужа. Где это видано? Она сама себе и нам хозяйка? Почти плакали они, боясь потерять контроль. Нет, это не порядок, это хаос. И они решили этот хаос возглавить. План был гениален в своем цинизме. Найти мужа, красивого, чтобы царица потеряла голову, а следовательно и бдительность. Знатного, чтобы придать браку легитимность. И главное, абсолютно управляемого. И вскоре такой кандидат был найден. А нашелся он на Руси. В те годы там жил князь Юрий. Его отец Андрей Боголюбский был убит в результате заговора. И сам Юрий оказался в бегах. Он прятался у половцев. И его перспективы были, мягко говоря, туманными. Очевидно, что он не был нарасхват и не мог претендовать на что-то большее, чем простое выживание. И вот этот несчастный скиталец с благородной кровью, но без гроша за душой, стал идеальным кандидатом для грузинских вельмож. Красив, знатен, дерзок и, главное,
так отчаянно нуждается в помощи, что будет послушен как щенок, в общем, идеальная марионетка для грузинских кукловодов. И вот послы из Грузии, пахнущие дорогим вином и лицемерием, прибыли к половцам, чтобы сделать Юрию предложение, от которого действительно нельзя отказаться, особенно если ты нищий князь без будущего. Так вчерашний беглец и завтрашний царь отправился навстречу к своей невесте. Мнение Тамары, как вы понимаете, никто не спрашивал. Пока никто не спрашивал. Тамара не хотела этого брака. Совсем. Ее умный, проницательный взгляд видел насквозь всю эту затею. Она чувствовала, что ей подсовывают не мужа, а надзирателя, красиво упакованного в княжеские одежды. Но она была умна и пока слаба. Она зависела от этих всесильных вельмож, в чьих глазах она была временным недоразумением на троне. И Тамара сделала гениальный ход. Она согласилась. Она не стала кричать, топать ногами и рвать на себе одежды. Она сохранила ледяное спокойствие, затаив обиду и гнев глубоко внутри. Она понимала, чтобы победить, сначала нужно выжить. И вот, под торжественные, но фальшивые, как улыбки бояр, звуки фанфар, Юрия ввели в тронный зал. Тамара восседала на троне, невероятно красивая, абсолютно спокойная, словно высеченная из мрамора. Ее взгляд упал на жениха. Да, красив, статен, но сердце ее не дрогнуло. Ну что ж, пронеслось в голове с холодной ясностью. Юрий так Юрий. Посмотрим, надолго ли тебе хватит. Так и началась игра о трон. А потом была свадьба. Торжественная, с горами еды и реками вина, под звон бокалов и протяжные красивые песни. Бояре пили за порядок в стране, за свои бездонные кошельки и за то, чтобы их новая марионетка на троне была как можно более послушной. Царица же была холодна. Ее взгляд скользил по залу, словно оценивая ущерб. Она смотрела с легкой усталостью хищницы, вынужденной наблюдать за прыжками баранов. А вот Юрию было весело. Во-первых, он наконец-то победил судьбу, вырвавшись из изгнания. А во-вторых, вино. А это дело он любил. Юрий пил, пел, пытался обнимать бояр за плечи и чувствовал себя главным героем праздника. Некоторые бояре лишь пожимали плечами, наблюдая, как изрядно выпивший жених то громко поет, то спорит с музыкантами, то хлопает по спинам вельмож. «Дураком управлять легче», – шептали другие сознанием дела и подливали ему еще вина. И лишь холодный, как сталь, взгляд Тамары иногда останавливался на муже. И в этом взгляде было не просто отвращение. Там зрело ледяное, беспощадное понимание. Понимание того, что долго терпеть этот фарс она не станет. А потом началась семейная жизнь. Юрий пил, гулял, грубил всем подряд, даже царице. Он унижал жену, ссорился с боярами и вмешивался в управление страной. Тамара же укрепляла связи с церковью, собирала вокруг себя верных людей и выдвигала на ключевые должности тех, кто был предан ей, а не боярам. И пока Юрий тратил дни на вино и женщин, Тамара тратила их на молитвы и переговоры. Он думал, что держит все под контролем. На деле все держала под контролем она. Он верил, что управляет Грузией. Но сама Грузия начинала верить в Тамару. Она была уже не просто молодой женщиной без поддержки. Она стала царицей, мудрой, сильной, окруженной преданными людьми. А рядом пьяный, грубый, как бревно, и да нельзя самодовольный муж. И вот теперь пришло время Тамары показать свою
волю. «Развод!» – сказала она. «Развод?» – прошептали бояре, не веря своим ушам. «Да где это видано? Да как это возможно?» «Развод?» Юрий чуть не подавился вином. «Ты с ума сошла, женщина?» Тамара сидела на троне, окруженная святой, почти мистической аурой. Красивая, умная, сильная, царица. Она была неподвижна, как гора Казбек. «Да развод», – невозмутимо повторила она. И тут до многих бояр стало доходить страшное, что царица – это уже не просто царица, это царь. Что они где-то ее упустили, не доглядели, так сказать. Они еще пытались шептаться, что это позор, богохульство, что жены без мужа не бывает и не должно быть, что это Содом и Гоморра. Но их голоса становились все тише и тише, ведь за их спинами уже ощущался суровый взгляд царицы. А в тронном зале все отчетливее звучала ее грозная властная поступь. Поступь настоящего царя. Развод был осуществлен быстро, цинично и по-царски. Юрия, ошеломленного, почти трезвого против его воли и бешено сопротивляющегося, под белые рученьки выпроводили из дворца, упаковали в повозку, выдали денег на дорогу и отправили обратно к его друзьям-половцам. И теперь Тамара на троне была одна, молодая, красивая, сильная. Бояре, конечно, шептали, что царице нужен муж, и приступили к поискам. Но выглядело это так, словно мужа они искали вовсе не Тамаре, а себе. Им хотелось поддержки, удобной куклы на троне, чтобы за его спиной прятаться и шептать свои советы. Царица же прекрасно понимала, поддержка нужна ей, а это, согласитесь, совсем не одно и то же. И вот снова посыпались кандидаты. Вот князь с усами. Вот сын знатного рода, сабля при нем, конь при нем, а ум – дело наживное. Вот еще один. Хорош, ай хорош, даже пьет больше Юрия. Бояре предлагали, спорили, толкались локтями, но сердце Тамары молчало. И пока Тамара ткала свою сеть власти, Давид, тот самый мальчик, что клялся ей под сенью Чинары, сначала рос в Византии, затем закалялся в суровых горах Осетии, там, где ветры пели о подвигах предков, а скалы хранили отголоски древних битв. Там он становился мужчиной. Его дни проходили в седле. Он учился владеть мечом, что пел в его руках, и копьем, что разило, точнее молнией. Он охотился в ущельях, спал под звездами, что казались такими же далекими, как его детская клятва. Но забыл ли он ее? О нет! В долгие ночи у костра, смотря на пламя, он вспоминал глаза маленькой Тамары, ясные, как горные озера. Какая она теперь? Думал он, рассматривая небо. Наверное, прекрасно, как царица из легенд. Он знал, что она стала царицей, знал, что вышла замуж за какого-то русского князя. Его сердце сжималось от этой вести, но вернуться он не мог. Пока не мог. Он был слишком молод, слишком зависим от воли старших. А Грузия была далека, как звезда на горизонте. Но клятва, данная в детстве, жила в нем, как уголь, тлеющий под пеплом, готовый вспыхнуть в нужный час. И вот однажды до него донеслась весть. Тамара развелась, выгнала своего пьяного мужа, как бродягу с пира. «Смелая женщина», – прошептал Давид, и в его голосе смешались восхищение и гордость. Такой поступок в те времена, когда женщина на троне и без того была вызовом, был подобен землетрясению в горах. Она не просто развелась, она бросила вызов обычаям, боярам, самому духу эпохи.
Давид понял, настал его час. Царица одна, окруженная стервятниками-боярами, чьи улыбки скрывали кинжалы. Ей нужен был меч, верный, острый, неподкупный. И этот меч был в его руках. Давид вернулся в Грузию. В тронном зале было шумно, как на базаре в базарный день. Бояре в своих расшитых кафтанах галдели точно стая ворон, споря о судьбе трона. Придворные шептались, слуги сновали с подносами, а воздух дрожал от интриг и амбиций. «Вот князь Вахтанг!» – вопил один боярин. «Усы его! Конь огонь! Чем не жених?» Другой поддакивал. «А вот этот с саблей на скаку! Вай, как хорош!» Третий предлагал какого-то дальнего родственника с бородой, как у пророка. Бояре торговали с женихами, как купцы коврами. Каждый расхваливал свой товар. Давид стоял в тени колонны. Его плащ сливался с полумраком, а взгляд, острый как клинок, был прикован к трону. «Стервятники», — подумал он, смотря на бояр, что кружили вокруг трона, как хищники над добычей. И тут толпа расступилась. На троне сияла она, Тамара. Ее красота была подобна солнцу, что пробивается сквозь тучи, величественная, но не слепящая, теплая, но недоступная. Давид смотрел на нее, и его сердце, привыкшее к суровым ветрам Осетии, дрогнуло. Она была не просто прекрасна, она была воплощением Грузии, гордой, мудрой, непобедимой. Он любовался ее профилем, точеным, как на древних фресках, ее глазами, в которых читалась сила, способная укротить бурю. Она не видела его, занятая беседой с патриархом. Бояре продолжали галдеть, подсовывая своих кандидатов, а Тамара, слегка нахмурив бровь, слушала их, с видом, будто выбирает яблоки на рынке. Это гнилое, это червивое, а это вовсе не яблоко. Ее взгляд лениво скользнул по залу. Сколько лиц, жадных, лукавых, ждущих ее ошибки. Она уже хотела закончить аудиенцию, когда ее глаза остановились на одном лице. Мужчина. Высокий, с гордой осанкой, с глазами, в которых тлела искра отваги. Она знала это лицо. Откуда? Он слегка поклонился, и в этом движении была сила, а не подобострастие. «Давид?» – мелькнула мысль. «Неужели?» Сердце царицы, привыкшее к холодной сдержанности, дрогнуло. Давид смотрел на нее, и их взгляды встретились лишь на миг. Он поклонился, но, подняв глаза, заметил, что она уже отвернулась. Узнала ли? Или ее взгляд был случайным? Аудиенция закончилась, зал опустел, и Давид отправился в свои покои, что полагались ему как члену царской семьи. «Узнала ли?» – шептал он, шагая по коридорам. «Или я просто загородил ей кого-то?» Его мысли путались, как горные тропы, но сердце билось быстрее обычного. Спустя час в его покое постучали. На пороге стоял царский стольник, верный слуга Тамары. «Князь Давид», – произнес он, – «царица Тамара желает говорить с вами наедине. Она ждет вас в саду. Позвольте сопроводить вас». Давид замер. «Узнала», – подумал он, и уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке. Следуя за стольником, он шагал через двор, где вечерний ветер нес ароматы граната и лаванды. Сад был подобен раю, что описывали в священных книгах. Чинары шелестели, как шепот ангелов, розы олели, а фонтан пел свою вечную песнь. Посреди этого великолепия стояла она, Тамара, гордая царица, чья фигура в лучах заката казалась высеченной из света и стали. Давид остановился на почтительном расстоянии и поклонился. «Ваше Величество», – произнес он. «Здравствуй, князь», – ответила Тамара. Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом она заговорила. «Давид, ты вернулся. В детстве ты дал мне клятву. Тогда я улыбнулась, детская игра. Но теперь я царица, и я окружена боярами.
ждущими моей ошибки. Я окружена врагами, которые видят во мне лишь женщину. Но я правлю страной. Мне нужны верные люди рядом. Мне нужен меч». Давид выпрямился, и в его голосе звучала твердая взрослая сила. «Я помню свою клятву, царица. Я обещал быть твоим мечом, и если позволишь, я буду им. Твоим мечом, твоим щитом, твоим копьем и твоей стеной. Отныне всякий, кто поднимет руку на тебя, встретит сначала меня». И в этот миг Тамара впервые позволила себе улыбнуться. А потом закружились будни грузинского двора. О, какие это были будни! Дворец гудел, как улей, полный интриг, амбиций и запаха ладана. С утра до ночи звучали молитвы в храмах, где патриархи благословляли царицу, а днем в залах собирались советы, на которых бояре орали, как торговцы на базаре. Слуги сновали с подносами, песцы скрипели перьями, а во дворе звенели мечи, стража оттачивала мастерство. Бояре в своих расшитых кафтанах спорили до хрипоты, кто получит земли, как поднять налоги, не разозлив крестьян, и не пора ли двинуть войско на соседей. Каждый тянул одеяло на себя. А в центре этого хаоса сияла Тамара, царица, чья воля была как маяк в бурном море. Но главный шум поднимался из-за одного. Царице нужен муж. Бояре вопили, будто их лично оскорбляло отсутствие короны на мужской голове. «Кто защитит границы?» – ревел один, потрясывая бородой. «Кто даст наследника?» – вторил другой. Каждый продвигал своего кандидата, как сваха на свадьбе. И в этом водовороте был Давид, верный князь, ее меч, ее тень. Вначале он держался в стороне, как горный орел, что наблюдает за суетой в долине. Он присутствовал на советах, стоял у колонн, слушал, как бояре рвут глотки, и молчал, впитывая каждое слово. Его глаза следили за каждым движением в зале, но все чаще его взгляд задерживался на ней, на Тамаре. Когда она входила в зал, ее шаги были подобны мелодии, а платье струилось, как воды Алазани. Его сердце, закаленное в боях, начинало биться быстрее. Он ловил себя на том, что любуется ее профилем, ее жестами, ее голосом. «Глупец», — шептал он себе. Она просила быть мечом, а не этим. Но глаза его не слушались, мысли путались, а сердце пело, когда она улыбалась. И все же он чувствовал уколы ревности, острые, как шипы дикой розы, когда бояре расхваливали очередного кандидата, а Тамара, чуть склонив голову, смотрела на него внимательно, оценивающе. Давид стискивал кулаки. Особенно его бесил князь Вахтанг, этот напыщенный павлин с усами, что торчали, как рога у козла. «Вахтанг силен, как бык», — вопили бояре. «И род знатный, идеальный муж». Тамара смотрела на него чуть дольше, чем на других, и Давиду казалось, что она вот-вот согласится. «Какой бык!» – злился он про себя. «Этот щенок недостоин даже ее тени!» Он твердил себе: «Не смотри на нее, не думай, не ревнуй». Но смотрел, думал и, черт возьми, ревновал так, что хотелось вскочить и вытолкать этого жениха из зала пинком под богато расшитый зад. А иногда его терпение лопалось, как перетянутая струна. На одном из советов, когда бояре в очередной раз пели дифирамбы князю Вахтангу, расписывая его суровый взгляд и могучие плечи, а один особо ретивый вельможа заявил: «Царица без мужа, как крепость без стены». Давид не выдержал. Его голос прогремел, как гром в горах. Крепость держится не на стенах, а на камне. А камень у царицы есть, ее воля, ее ум, ее Грузия. Зал замер.
Бояре переглянулись, кто-то кашлянул, а Тамара, чуть приподняв бровь, посмотрела на него с легкой улыбкой. Но в этот момент Давид понял, что сказал больше, чем хотел. Но был и другой случай, когда он совсем потерял голову. На очередном приеме бояре подтащили к трону какого-то князька, Зураба. Зураб кланялся, размахивал руками и сыпал комплиментами, от которых даже стены дворца краснели. Тамара слушала его с вежливой улыбкой, но ее взгляд, казалось, задержался на этом хлыще чуть дольше. Давид, стоявший в стороне, почувствовал, как кровь закипает. «Да что она в нем нашла?» – думал он. «Этот балабол годится только овец стричь». Когда Зураб, распалившись, начал рассказывать, как он одним ударом сабли разрубил дуб, Давид не выдержал. Он шагнул вперед и, будто невзначай, проходя мимо, толкнул Зураба плечом так, что тут чуть не растянулся на мозаичном полу. «Осторожнее, князь!» – бросил Давид с насмешкой. «Ваша сабля, может, и дуб рубит, а вот ноги подкачали». Зал захихикал. Зураб побагровел, а Тамара молчала. Давид злился на себя. «Глупец!» – шептал он, возвращаясь в свои покои. «Ты меч, а не влюбленный мальчишка. Она просила защиты, а не этого». Но сердце не слушалось. Он ревновал, вспыхивал как факел и тут же корил себя за слабость. А Тамара? Она все видела и просто наблюдала. А однажды, после того, как Давид при всех обрушил на князя Вахтанга свой знаменитый сарказм: «Князь, ваши усы и впрямь великолепные, видимо, под ними вы прячете и мозги». Зал замер, бояре закашлялись, Вахтанг побагровел. Смех сдерживали даже стены, но Тамара лишь приподняла бровь. В тот вечер, когда дворец затих, а сад утопал в аромате цветущих гранатов, Тамара вызвала Давида. Они стояли вдвоем под звездами. «Князь, ты иногда слишком груб. Бояре шепчутся, что ты ревнуешь». Голос ее звучал устало, но в нем не было упрека, скорее попытка понять. Давид вспыхнул, будто его окатили кипятком. «Ревную ли я? Да разве ж я смею? Я всего лишь твой меч, ваше величество. Просто они галдят так, будто на базаре торгуют баранами. Усы, конь. Они не видят в тебе женщину, лишь трон и власть, которые можно прибрать к рукам». Тамара устало вздохнула. Ее взгляд утонул в закате. «Я знаю, князь, все видят во мне лишь трон. Такая уж доля выпала царице. Быть не женщиной, а символом, стеной, о которую разбиваются все взгляды». Но Давид уже не мог сдержаться. Его слова вырвались быстрее, чем ум успевал их обуздать. «Нет, не все!» – выкрикнул он с такой страстью, что сам испугался. «Не все видят в тебе лишь власть. Я вижу в тебе женщину. Я вижу тебя, Тамара. Я люблю тебя». Он замолчал, осознав, что сказал лишнее, и опустил взгляд, сгорая от стыда и ужаса. Тамара молчала. Казалось, вечность пролетела в тишине между ними. Потом она медленно, не говоря ни слова, развернулась и ушла. Ее шелковые одежды едва слышно шуршали по дорожке. А он остался стоять один, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Глупец!» – прошептал он в пустоту. «Каков же ты глупец! Ты для нее лишь меч и больше ничего». На следующий день в тронном зале все повторилось. Споры бояр стали еще яростнее. Воздух гудел от интриг и лести. Тамара сидела на троне, прекрасная, холодная и отстраненная. Давид стоял здесь же, молчал и смотрел на нее. А она ни разу не повернулась к нему, будто его признание отгородило их невидимой стеной. «Ах, не нравится, что я груб с этими женихами!» – злился он про себя. «А что мне, аплодировать им, целовать в их самодовольные лица?
Каждый из них смотрит на нее не как на женщину, а как на добычу. А она их даже не прогоняет. На следующий день она снова его не замечала. Он ловил ее взгляд, пытался встать на пути, но ее глаза скользили по нему, как по пустому месту. Ни взгляда, ни тени улыбки. А он все ждал, надеялся. «Лучше бы я молчал», — думал он с горькой иронией. «Лучше бы оставался ее верным псом, ее тенью, лишь бы быть рядом, чем быть никем». День за днем Тамара не замечала его. Он искал ее взгляд, как путник ищет звезду в ночи. Он старался быть ближе, то помогал советнику с делами, то вызывался проверить стражу, лишь бы мелькнуть перед ее глазами. Но она была холодна, ни взгляда, ни слова. А претенденты ждали, бояре настаивали. Нужен муж, немедленно, государство не может без наследника. Тянуть было нельзя. И вот настал тот день. Большой совет собрался в главном зале под расписными сводами, где эхо разносило каждый шепот. Царица должна была объявить свой выбор. Давид тоже был здесь. Он ненавидел этот день. Сейчас она назовет имя счастливца, и его сердце разобьется навсегда. Он мстительно посмотрел на князя Вахтанга. Тот стоял самодовольно улыбаясь во всю ширину своих ухоженных усов. «Конечно, царица выберет меня!» – казалось, кричало его лицо. А потом вошла она. Тамара была так прекрасна, что Давиду стало физически больно смотреть на нее. Ему вообще было больно на нее смотреть с того проклятого вечера, когда он перестал для нее существовать. И вот сейчас выбор будет сделан. Сердце Давида уже было разбито. Он слышал, как вокруг поднялся привычный галдеж, будто на ярмарке в последние минуты торга. Бояре наперебой нахваливали своих кандидатов. «Я сделала свой выбор». Голос Тамары прозвучал тихо, но так четко, что зал мгновенно замер. Давид опустил голову. Он не хотел этого видеть, не хотел видеть, как ее губы произнесут имя счастливчика. Он смотрел на свои сапоги, на каменную кладку пола, а тишина вокруг давила, становилась густой и невыносимой. Тихо, очень тихо. Неужели Вахтанг рухнул замертво от счастья? Пронеслось в голове у Давида. Но почему все молчат? Он не решался поднять взгляд. Зачем? Чтобы увидеть ее руку в руке другого? Но потом решил, посмотрю в последний раз, пока она еще свободна, пока она еще не чужая. Он медленно поднял глаза. Тамара смотрела прямо на него. Он огляделся смущенный. Все взгляды в зале были обращены на него. Бояре смотрели с открытым ртом, а Вахтанг тоже. И тогда Тамара заговорила. «Князь Давид». Ее голос был чистым и твердым. «Ты поклялся быть моим мечом, моей защитой. Ты сказал, что видишь во мне не трон, а женщину. Ты сказал, что любишь меня». Она сделала паузу. А Давиду показалось, что сердце его разорвется. Весь зал затаил дыхание. «А теперь скажи мне, князь», – продолжила она, – «готов ли ты быть не только моим мечом, но и моим сердцем? Готов ли ты подняться сюда и стать моим царем, моим мужем, моей судьбой?» В глазах Давида потемнело. Зал перестал существовать. Осталась только она и тишина, в которой гудело его безумное, бешено звучащее сердце. Он сделал шаг, потом другой. Он не чувствовал под собой ног. Он шел к ней, как во сне, не веря, что это происходит наяву. А она ждала, не отводя взгляда, протягивая ему руку. Не как царица-вассалу, а как женщина-мужчине, которого любит. И когда он, наконец, опустился перед ней на одно колено, она положила свою ладонь на его склоненную голову. «Встань, мой царь!» – прошептала она так, чтобы слышал только он. «Встань и будь со мной навсегда!» И тогда весь зал взорвался шумом голосов, но Давид уже ничего не слышал.
Он смотрел только в ее глаза и видел в них свое отражение. Не меча, не слуги, а царя, ее царя. И они поженились. Это была не просто свадьба, а слияние двух судеб, двух воль, двух начал в одно целое. Давид стал ее соправителем, но не тираном, не узурпатором, жаждущим власти. Он стал ее тенью, ее щитом. Он командовал армией. Его стратегический гений и бесстрашие на поле боя стали грозой для всех врагов Грузии. Тамара же, с присущей ей мудростью и тонким чутьем, руководила страной из дворца, вершила суд, занималась дипломатией, строила храмы. Он был ее мечом, обнажаемым лишь по ее воле. И вскоре этому мечу нашлось применение. Помните того самого Юрия, первого мужа? Так вот, обиженный и злой, он не смирился. Собрав наемное войско, он вернулся, чтобы силой отобрать трон, который считал своим. Но он недооценил и Тамару, и тех, кто стоял за нее горой. Давид и верная Тамаре армия вышли ему навстречу. И не было это битвой, это был разгром. Стратегический ум Давида против пьяной удали Юрия. Войско самозванца было на голову разбито в 2 сражениях, а сам он с позором бежал, чтобы больше никогда не потревожить покой своей бывшей жены. Грузия вздохнула с облегчением. У трона наконец-то стоял не марионетка, а настоящий воин и защитник. Именно при правлении этой удивительной пары Грузия превратилась в главную силу Кавказа. Давид, как верный полководец, разбил войско эмиров Азербайджана и самого султана Рума. Победы следовали одна за другой, и о Грузии заговорили не только на Востоке, но и в Европе, называя Грузию второй Византией. Это был ее золотой век. Именно при Тамаре и Давиде грузинская культура пережила невиданный расцвет, ренессанс по-грузински. В те дни великий поэт Шата Руставели, вдохновленный своей прекрасной царицей, создал бессмертный шедевр – поэму «Витязь в тигровой шкуре». Эта поэма по сей день считается священным литературным эпосом, душой и философским завещанием всему грузинскому народу, его главной гордостью. Давид был любящим и верным мужем. Он никогда не пытался затмить свою жену и всегда был готов поддержать ее, зная, что она величайшая правительница. Он был ее надежным тылом, ее опорой, ее мечом. У этой золотой пары родилось 2 детей – сын Георгий и дочь Русудан. Давид умрет около 1207 года, оставив Тамару с разбитым сердцем, но не сломленной. Она будет править еще несколько лет, до 1213 года, а потом уйдет в вечность, как звезда, что гаснет, но оставляет свет на века. Грузия, процветающая, сильная, сияющая, осталась ее наследием. Но без нее, словно без солнца, тени начали сгущаться. Хотите знать, что было дальше? Что случилось с детьми Тамары и Давида? О, у них началась такая драма, что, поверьте, волосы встают дыбом. Но эта история слишком запутана, чтобы вместить ее в один ролик, поэтому ждите пост на YouTube. Я непременно поделюсь с вами этой частью, и не сомневайтесь, вы обязательно захотите ее прочитать. Ну а мы отправимся туда, где в землях Полоцкого княжества, над берегами Западной Двины, шумят вековые леса, а ветер шепчет древнее предание. Ведь именно там родилась она. А в великом городе, стоящем на кручах могучей реки, появился на свет он, тот, кому будет суждено изменить судьбу всей Руси.
Но принесет ли их встреча счастье? Об этом уже совсем скоро будет наша история. Ну что ж, друзья мои, сегодня Грузия нас щедро угощала своим золотым веком. А что дальше? Дальше нас ждет путь на берег Великой реки. Но не думайте, что нас усадят там за стол и напоят вино. Нет. Нам велят зайти в воду массово, дружно, под присмотром князя. Ах, друзья, эта история местами варварская, местами величественная, а иногда и вовсе противоречивая. Но именно с нее начнется то, что на века станет душой восточнославянских земель.